Итак, я приступаю к покраске скалы. Цвет выбрал по фотографии, который больше всего мне понравилось. Базовый цвет красил в два слоя. Сначала более светлым цветом, потом темнее. Краску колеровал самостоятельно. За основу взял интерьерную белую матовую краску. Дальше я местами наношу оттенки светло-коричневым колером, 50 на 50 разбавленный с водой, чтобы скала не выглядела однообразно. Теперь я размываю оттенки, чтобы не было резких переходов. Перед следующим этапом покраски наношу защитную пропитку, чтобы закрепить покраску. Чтобы придать скале глубину, покрываю ее темно-коричневым цветом. Это также колер, разбавленный с водой 50 на 50. Наношу его после полного высыхания пропитки. Тут главное не спешить. Немного закрашиваю скалу и протираю верхушки влажной тряпкой, можно губкой. Суть этого метода такая: темный цвет должен остаться в глубине. Чтобы придать скале более естественный природный вид, нужно ее состарить. Если посмотреть на фотографии скал, можно заметить, что в большинстве случаев на скале будут подтеки. То есть, когда со скалы стекает вода, например во время дождя, то она вымывает из нее грязь, окисление меди или железа и тому подобное. В результате на скале образуются зеленые, ржавые или черные подтеки. Чтобы добиться такого эффекта, я начинаю локально обильно распылять темно-зеленый колер, чтобы он стекал по скале естественным способом, самотеком. Дальше потеки я размываю водой, слегка их смачиваю из распылителя. Тут главное не переборщить, иначе можно полностью смыть краску. Так, это уже перестает выглядеть искусственным, оно уже часть размылась, часть стекло, но потеки еще остались. Посмотрите, как это все стекает, как это выглядит вообще прям сногсшибательно. Как будто это реально по скале текло много-много лет, может веков. Осталось скале придать немного оттенков светлых, чтобы она выглядела более старой, то есть высветлить верхушки, чем я сейчас и займусь. Беру светлую краску и сушу ее об губку. Делаю такую полусухую кисть, и такой полусухой кистью буду наносить оттенки. Сушить можно не обязательно об губку, можно взять картонку или дощечку. Аккуратно касаясь кистью, можно сказать, что я мораю верхушки скалы светлой краской. Некоторые фрагменты можно закрасить более плотнее, так эффект будет интереснее, а скала разнообразнее в цвете. И вот скала, которая поначалу смотрелась такая, очень даже темной, становится уже более светлой, и этот темный цвет придает ей только глубины. Если возникают сомнения, где добавить цвета, а где не стоит, отойдите от скалы на несколько метров. Так вам откроется перспектива и будет видна общая картина, и тогда вы сможете понять, где не хватает оттенков. В этом деле лучше не спешить, набирайте цвет постепенно. Что мне нравится, когда наносишь оттенки, это то, что камень как будто начинает оживать. Он становится более фактурный, и даже как будто у него появляется какая-то история. Что ж, друзья, вот сейчас вот так выглядит эта скала. На ней пока еще не высохла пропитка, скоро она высохнет. И я сделаю фотографии и видео после того, как пропитка уже высохнет. Но надеюсь, вам понравилось. Если кто-нибудь из вас захочет сделать себе скалу в интерьере своего дома или квартиры, или может быть кто-нибудь из вас занимается дизайном интерьеров, пишите мне на WhatsApp, контакты я оставлю в описании к этому видеоролику, обсудим ваш проект. Друзья, я думаю, вы сейчас просто обалдеете от того, что у меня получилось. По крайней мере, я точно обалдел.
Я надеюсь, вам понравилось мое видео и вы поставили мой лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. А если вы еще поделитесь этим видеороликом в своих социальных сетях, то, как я уже говорил, плюс 100-500 к вашей карме вам точно обеспечено. Заранее всех благодарю. До встречи в новых видео. Всем пока.